Лечение кашля прополисом. Прополис – модифицированная ферментами пчел смола деревьев. Пчелы используют его при постройке сот для укрепления, а также дезинфекции перед откладыванием яиц. Люди применяют его на протяжении тысячелетий. Длительное время данный продукт пчеловодства использовался в народной медицине, однако в последние десятилетия фармацевтические фирмы активно выпускают различные продукты с добавлением прополиса для лечения простуды, укрепления иммунитета, ухода за кожей и ротовой полостью. Чем обусловлено широкое применение прополиса? Этот продукт пчеловодства обладает такими свойствами: дезинфицирующий, уничтожает бактерии, грибки и другие микроорганизмы. Галангин, содержащийся в нем, увеличивает фагоцитарную активность, фагоциты клетки, поглощающие чужеродные микроорганизмы. Иммуностимулирующие свойства, противовоспалительные свойства обусловлены способностью снижать синтез простагландинов, медиаторов. Воспаление может оказывать положительное действие на рост и восстановление костей, как показали недавние исследования, имеет удивительно богатый состав среди полезных компонентов: витамина в 1, в 2, в 3, в 7, биофлавоноиды, минералы кальций, магний, железо, цинк, кремний, калий, фосфор, марганец, кобальт, медь. Показания к применению: благодаря перечисленным свойствам, прополис применяют при лечении кожи, дыхательных путей, органов пищеварения, ДР. При кашле прополис может справиться с бронхитом, в том числе и хроническим, а также фарингитом, трахеитом. Можно его использовать и при злокачественных опухолях бронхолегочной системы, так как есть данные, что прополис угнетает раковые клетки. Противопоказания: меры предосторожности, беременности, кормление грудью. Не существует достаточно надежных источников информации о влиянии приема прополиса у беременных и кормящих женщин. Безопаснее воздержаться от приема данного продукта в этот период. Бронхиальная астма, возможно аллергическое воздействие и провокация приступа. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Нарушение гемопоэза. Доказано, что употребление данного продукта может замедлить свертывание крови. Аллергические реакции. Воздержитесь от прополиса, если у вас аллергия на мед, хвою, тополь, смолу и салицилаты. Хирургическое вмешательство. Так как данный продукт снижает процессы свертывания крови, его прием увеличивает риск потерь крови во время и после операции. Рекомендуется воздерживаться от его приема в течение 2 недель до планируемой операции. Рецепты настоек прополису. Есть 3 способа приготовления настойки: в этаноле, глицерине и оливковом масле. Также мы расскажем, как сделать водный экстракт. Настойки на масле и глицерине хороши для наружного применения. Водный экстракт хорошо переносится детьми. Настойка на этиловом спирте. Этиловый спирт, широко применяемый в медицине и приготовлении алкогольных напитков, является наилучшим растворителем для извлечения биологически активных веществ. Такую настойку можно применять внутрь, но детям лучше ограничить ее использование. Как сделать настойку на этаноле? Положите прополис в морозильную камеру и после полного замерзания разбейте его на мелкие кусочки. Также можно перемолоть в мельнице или другими способами, главное получить как можно меньшие частицы. Удалите остатки воска и другие вкрапления. Полученный порошок поместите в темную бутылку и добавьте спирт. На 100 грамм порошка возьмите 400 мл этанола. Спирт не рекомендуется подогревать, это опасно. Используйте спирт комнатной температуры. От крепости спирта зависит время экстракции т.е. выхода полезных веществ в спирт. Для 95% спирта достаточно 1 суток, для 70% 6-7 суток. Можно сделать настойку и на водке, тогда для экстракции потребуется не менее 2 недель. Хорошо встряхните, закупорьте и оставьте в темном месте. Готовую настойку процедите через фильтр и храните в чистой непрозрачной посуде. Спиртовую настойку употребляют трижды в день, капая несколько капель в молоко или воду. Можно добавить пару капель в воду для ингаляции. Настойка на глицерине. Этот вариант только для наружного применения. Готовой настойкой можно делать растирание, массаж грудной клетки и шеи, использовать в качестве капель для носа и спре для горла. Для приготовления 10 грамм измельченного прополиса нужно смешать со 100 грамм глицерина и вымачивать в течение 3-4 недель, затем процедить. Настойка на масле. В 100-й год масла можно растворить около 5 грамм порошка. Поэтому для большей эффективности рекомендуем добавить этанол, повысит процент экстрагированных веществ.
Кроме оливкового, можно использовать масло облепихи персиковых косточек и другие нейтральные масла. Рецепт: прополис 30 грамм, оливковое масло 70 мл, этанол 95% 60 мл. Время экстракции 2 недели. Водная экстракция: на 1000 мл воды возьмите 50 грамм измельченного прополиса. Отварите смесь около часа. После охлаждения воду фильтруют. Такую воду можно пить сразу. Она имеет антибактериальное действие и многие другие биологические эффекты прополиса. Эту воду можно добавлять в раствор для ингаляции, теплые напитки при лечении кашля. Выводы: продукты пчеловодства, в частности прополис, могут оказать помощь при лечении кашля как при ОРВИ, так и обусловленного другими причинами. Приготовив эти домашние настойки, вы не только сэкономите деньги, но и будете уверены в качестве своего продукта, отсутствии искусственных добавок. К тому же, пока вы будете готовить настойки, полезные вещества прополиса будут насыщать воздух в комнате, и вы получите полезный эффект ингаляции. Читайте далее. Средства для ингаляции при сухом и влажном кашле. Гербион – средство для лечения кашля. Список лекарств от кашля. Средства и рецепты от кашля для лечения кашля дома.